первой части видео мы закончили вязать с вами мысок. Сейчас в этой части я буду вязать подошву тунисским вязанием, боковые части, пяточку и закончим наш тапочек. Подошву и боковые части, весь задник я буду вязать крючком номер 3, чтобы это было помягче. Верх я вязала крючком номер 2,5, заднюю часть буду вязать крючком номер 3. Значит, подошву я начну вязать на 13 петлях, наберу 13 петель, расширю до 19 и на 19 петлях буду вязать ее до конца. От середины, от средней петельки в каждую сторону наберу по 6 петель, одна посередине, по 6 по краям, 13 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. Набираем 13 петель. Если у вас размер меньше моего, у меня, как я говорила, 38-40, то можно набрать 11 петель. На пару петелек набрать меньше. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Набрали петли и возвращаюсь в начало ряда по 2 петельки. Захватываю ниточку. Вязать буду обычным тунисским вязанием начало подошвы. Так. Вводим крючок под 2 дужки, под крайнюю петельку. Вытащили. Поднимаем первую петельку и вяжем до конца. В первом ряду прибавки делать не буду, со следующего ряда начну. Провязываю все 13 петель, последнюю тоже провяжу. Под следующую, под 2 дужки захватила, сразу протягиваю ее через последнюю провязанную петельку и по 2 петельки возвращаюсь в начало ряда. Пришли в начало ряда, подтянули. Вытягиваем петельку на лицевую сторону. Первую провязываю. Где она у нас? Вот она. Следующие между петельками делаю добавку. И идем до конца ряда. Все вяжем до конца ряда. В конце ряда тоже сделаю добавку. Пришла в конец ряда. У меня осталось 2 последних петельки. Раз, два. Между ними
Добавляю одну. Последние 2 провязываю. Последнюю провязываю под 2 дужки. Возвращаемся обратно в начало ряда. Следующий ряд добавок делать не буду. Буду их добавлять через ряд. Вводим крючок. Так, вот она, первая петелька. Вот наша добавка. Вяжем до конца ряда. 15 петель у меня сейчас на спице. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, последняя под 2 дужки, мы ее подхватываем. Подхватили. Следующее, вот в пустую петельку захватили, протянули, тянули. Возвращаемся в начало ряда по 2 петельки. Следующий ряд сделаю опять по одной добавке. Так буду добавлять, пока у меня не будет 19 петель. Как я уже сказала, если кому-то нужна меньше на маленький размер, добавите меньше. Провяжу подошву до конца, замеряю потом в сантиметрах ширину и длину. Так, еще один раз. Подтянули. Так, первая петелька провязываем, делаем одну добавку. Солнце какое вышло. Дальше вяжем до конца ряда. Не довязывая 2 петель, сделаю еще одну добавку. Следующий ряд добавки не будет. Осталось 2 петельки. Между ними ввожу крючок под поперечную протяжку. Последняя. Захватываем. Соединяем. Все, возвращаемся обратно по 2. Вяжем подошву. Через один ряд делаем добавки. Все, этот ряд у нас идет без добавки.
вяжем так. Такая подошва у нас получается. Вот закрывается все это, закругляется. Довяжем до конца. Я к вам вернусь, вяжем подошву. Закончили вязать подошву. Такая подошва получается. Сейчас начнем набирать петли с двух сторон. Вот такой у нас вперед. Передняя сторона с подошвой все совпадает по длине. Значит, сколько у меня по длине получилось. Ну, так же, как и мысок. 12 с заходом чуть-чуть. И ширина 7,5. 7,5 ширина. Так, я всего наберу 48 петель. Значит, я закончила с этой стороны вязать. Если у вас закончилось вязание здесь, то, соответственно, начнете набирать сначала здесь, а потом пойдете на вторую сторону. Наберу всего 48 петель. С одной стороны наберу 15, с другой, получается, 14 наберу. Вот по одной петельке вытаскиваю и на крючок ее. Если не сможете провернуть все вязание на одном крючке, можно использовать два крючка. Сначала половину провязать одним крючком, а потом дальше вторым крючком. Так, 2. Так, по одной, по одной. 3. Ладно, сейчас по столу у меня второй крючок поставлю. 4. Под каждую дужку набираем петельки. Наберем и вернемся обычным вязанием. С боковой, с мыска по 2 дужки. 6. 7. 8. 9. 10. Узор у меня немножечко получается объемный, поэтому я всего 48 петель набрала. Ну, померила, достаточно получается. Если больше, тапочек получается глубокий, высокий. Так, сколько это у меня, посчитаю. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, и там будет 15. Набрали петли, захватываю и по 2 петельки возвращаюсь обратно. Вернусь к этому краю и начну набирать с этой стороны. Провязываем обратно петельки, идем в начало. Провязали, дошли до левого, до правого края. Точно так же буду набирать с этой стороны петельки. Только я здесь их наберу на спицу, а потом пересниму на крючок. Четыре. 5, 6, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14. Первый ряд я провяжу обычным тунисским вязанием. Первую сниму. Теперь вот эти вот петельки, вот так вот их. И дальше, как обычно, вяжем. Так, это я пропускаю. Это первая была у нас отсюда. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 14. Все, дальше идем до конца обычным тунисским вязанием и вернемся в начало ряда. Потом я начну вязать узор. Сейчас провяжем до конца, вернемся и покажу, как я вязала этот узор. Название я его не знаю. Вяжем. Вернулись с начала ряда. Узор легкий. Значит, из двух рядов всего лишь будем менять в шахматном порядке два ряда. В первом ряду первую петельку я провяжу как обычно. Во втором ряду я ее так провязывать не буду. Будем менять через ряд. В первом ряду провязываем, во втором будем провязывать две вместе. Ну, потом поймете как. Теперь ниточка у нас будет впереди. Ее можно вот так вот придерживать, как вам будет удобно. Я ее вперед завела. Проводим крючок насквозь. Вот дырочки. Вот между каждой петелькой идут дырочки. Провели. И через две петельки вывели. Через две петельки вывели. Захватываем ниточку и протягиваем. Сильно не затягивайте и сильно свободно тоже не бросайте. Вот сделали такое обвитие. Одна петелька у нас получилась на спице. Первая. Значит, мы первую не провязываем, провязываем вторую петельку. Две петельки обвили, две петельки у нас провязалось. Дальше. Опять вводим на изнанку, на обратную сторону и выводим. Две петельки подняли, провели под ними крючок. Эта нить у нас перед вязанием. Захватили, подтянули. Вторую петельку провязали. Нить у нас впереди, придерживаем ее. Опять провели крючок по 2. Захватили, подтянули. Вторую петельку провязала. Под 2 петельками провела крючок. Насквозь провели. Захватили ниточку и вытащили, подтянули петельку. Одна петелька на спице, вторую провязали. Не забываем провязывать вторую петельку. Провели под 2 петельки. Подтянули, вторую петельку провязали. Все, в этом заключается весь узор. Так идем до конца ряда, возвращаемся как обычно по одной петельке.
под двумя провели, захватили, подтянули, вторую петельку провязала, вот боковая сторона, тут аккуратненько, не пропустите, под двумя, захватила, провела, подтянула, вторую петельку провязала. Следующие 2 петли. Вторую провязываем. Так вяжем до конца ряда. Пришли в конец ряда. Вот у меня что остается: одна кромочная и одна петелька. 2 провязала, значит, точно так же, как в начале ряда, я предпоследнюю петельку обычным вязанием провяжу и последнюю по 2 дужки все, возвращаемся обратно по 2 петельки. Я 2 крючка сейчас вяжу 2 крючками, потому что только начало вязания и мне тяжело развернуться. У меня есть еще и на лёске, конечно, крючок, но не захотела его искать. Так, захватили ниточку и как вязали весь тапочек, вяжем, обратно идем. Захватили и по 2 петельки идем обратно. Следующий ряд будем вязать точно так же, как первый, только в шахматном порядке. Все, по 2 петельки идем обратно. Понятно, да? Возвращаемся в начало ряда. Пришли в начало ряда. Теперь мы в первом ряду, в предыдущем ряду первую петельку провязывали. Во втором ряду мы сразу будем проводить крючок под первые 2 петельки. Вот они, первые 2 петельки. Будем вязать в шахматном порядке. В одном ряду первую петельку провязываем, во втором ряду сразу под 2 петельки делаем обвитие. В следующем ряду первую петельку будем провязывать. Провели, провязали вторую петельку, ниточка впереди, опять вводим по 2 петельки, захватываем ниточку, подтянули, вторая петелька провязывается. Все, 2 петельки у нас образовалось. Ниточка впереди. Ну, в процессе вязания определитесь, как вам ее удобнее будет держать. Под 2 петельки завели, захватываем ниточку и выводим ее. Вторую петельку провязали. Вот все у нас образовалось с обвитием 2 петельки. Так идем до конца ряда. Возвращаемся, как обычно в тунисском вязании мы возвращаемся. И следующий ряд вяжем точно так же. Это провяжется сейчас сантиметра 3-4, уже будет понятно рисунок. Не знаю, мне он очень понравился. И плотненько получается, и вяжется несложно. Все, идем так до конца. Меняем ряды местами. Вот первый, второй, первый, второй. Так, провяжем до задника нужную длину боковой стороны. Все, думаю, понятно вам, как это вяжется. Провели по 2 петельки, захватили, вытащили, вторую петельку провязываем. Значит, сейчас я буду
вас измерять. Что-то надо снять, наверное. Я уже не помню, я измеряла весь тапок, не измеряла, вот не помню и все. Вот видите, как он получается? Очень даже интересно. Вот такие звездочки какие-то получаются, не знаю. Хорошие. Значит, провяжем сейчас вот эту вот часть до задника, до пятой. Я петли буду закрывать. Ну, мне так больше нравится. Получается более и плотнее, и легче так вязать, набирать потом петли. Так, сколько у меня здесь сантиметров в свободном состоянии? Ну вот, смотрите, 9. Это на мой размер. Вы же опять ориентируйтесь по своей длине. У меня вот он весь тапочек этот 24, натяжку вот 25 сантиметров. Поэтому длина вашей подошвы, эта вязка хорошо тянется. Длина вашей подошвы плюс 1,5, даже может быть 2 сантиметра на растяжку. Вот. От этого измеряйте. Измеряйте все. Примеряйте. И высота. Сколько высота? Без обвязки. Ну, я провяжу это полотно, его еще раз замеряю. Ну вот, в половину 9 у меня получилось. Значит, вяжем до задника. Я к вам вернусь, начнем вязать заднюю часть. Заканчиваем вязать нашу боковую сторону. Всего я провяжу 19 рядов. Вот по этим обвитым петлям посчитала. Каждая вот эта вот дужка, вверх у меня получается 19 рядов. Еще пару рядов сейчас провяжу. Так, в этом ряду что у нас идет? Первые 2 петельки, получается, мы их провязываем, обвиваем. Вводим крючок под 2 петли. Протянула ниточку, вторую петельку провязала. Опять вот 2 петельки ввела. Подтянули, вторую петельку провязываю. Нить перед работой у нас под 2 петельки провязала, протянула ниточку, подтянули, сильно не затягиваем, вторую петельку провязала. Так идем до конца ряда. Провязываем и смотрим, чтобы ни одной не пропустили. Вторую петельку провязываем. Так можно завязаться и забыть вторую петельку провязать. Вот 2. Вяжем до конца ряда. Пришли в конец ряда. У меня наконец-то все на одном крючке умещается. Так, последние петельки. 2. И последняя. Одна у нас кромочная и 2 последних. Я их тоже буду обвивать. Поэтому самую последнюю петельку сильно не затягивайте, когда будем провязывать кромочную. Потом, чтобы можно было свободно под нее пойти. Все, последняя петелька у нас под 2 дужки, я ее захватываю и вытащила. Возвращаюсь обратно по 2 петельки. Захватила ниточку и по 2 петельки возвращаюсь обратно.
Идем в начало ряда. Пришли в начало ряда. Следующий ряд, первую петельку, что мы делаем? Провязываем ее. Провязываем как обычную. Теперь меняем в шахматном порядке. Вот у нас обвитие и вот обвитие. Между ними 2 петельки мы обвиваем. Так будем чередовать ряды. Вот 2. Нить впереди. Где что тут? Обвили. Вторую петельку провязали. Следующие 2 подтянули, провязали. Вторую провязали. Все, так идем до конца ряда. Возвращаемся обратно. Я закрою петли и начнем вязать пятку. Вторую провязали. Все, довязываем высоту. Закончили вязать полностью подошву. Пятую я буду задник вязать на средних 12 петлях. 18 сюда сразу отмерила, 18 сюда, 12 посередине. Закрываю все петли. Первая на спице. Вот вторую завожу, захватываю и протягиваю через первую. И последнюю тоже под 2 дужки. Так, все. Теперь набираем петли на пятку. Набираю 12 петель. Под 2 дужки ввожу. Хвостик сразу запутываем. Набираем петли. Набрали 12 петель. 12, да. 2, 4, 6, 8, 10, 12. И возвращаюсь обратно в начало ряда. По 2 петельки возвращаюсь обратно. Буду вязать точно так же, как вязала вот начало подошвы, только правую сторону я буду закрывать по-другому. С изнаночной стороны буду вытягивать петельку. Почему? Чтобы вовнутрь получился у меня такие оба шва. Получится вовнутрь. Вот так вот.
Пришли в начало ряда, подтянула. Теперь следующая вот дужка. С изнанки ввожу крючок, захватываю петельку первую, вытягиваю ее наизнанку, закрепляю. Вот тут сразу вот эта вот первая петелька у нас была, закрепили. Вот начало ряда, первые петли. Вяжем до конца. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Последнюю 12-ю по 2 дужки. Провязываю ее. Провязала. Следующую провела. Захватываю и вытягиваю ее. Протягиваю через провязанную петельку. Все. Эта сторона так же, как мы вязали вот подошву. Начало я вытягиваю с изнаночной стороны. В конце ряда провязываю, как вязала вот здесь вот. Возвращаемся в начало ряда. Еще раз покажу. Тянула. Так, вот под следующую. Вытянула ее наизнанку. Закрепила. И дальше провязываю. Все, первую провязали. Идем до конца. Провязываем 12 петель. Так закончим вязать пятку, заднюю часть. Закроем петли и сделаем обвязку. Закончим наш тапочек. Так, последняя петелька. Также по 2 дужки. Захватываю и возвращаемся обратно. Идем в начало ряда. Так, следующая. Так, придерживаем, захватили. Закрепили. Дальше первая петелька. Вяжем по 2 дужки, захватили, протянули, по 2 дужки, ой, захватили ниточку и по 2 петельки возвращаемся обратно. Все, довязываем пяту, закрываем это все. Я к вам вернусь. Закончили вязать пятку, закрыли петли. Теперь последнюю ниточку берем и набираем по всему тапочку петельки.
Петельки буду набирать на спице номер 2,5. На 4 спицы набираю, 5 буду вязать. Под крайнюю петельку, под 2 дужки завожу крючок, вытягиваю петельку. По всему тапочку наберу петли. У меня получилось 64 петли. Наберу петли, первый ряд провяжу изнаночными. Дальше буду вязать все лицевыми по кругу. Всего провяжу 15 рядов. Внутреннюю часть провяжу белым цветом. После изнаночного ряда 7 рядов провяжу зеленым, остальные все провяжу белым. Значит, набираем петли, первый ряд провязываем изнаночными, остальные все будем вязать лицевыми. И потом их примонтируем. Вот так вот набираем петельки. Все, набираем петли, провяжем 15 рядов. Я к вам вернусь, будем вместе монтировать. Так, провязали желаемую высоту. Все провязала лицевыми. У меня 3,5 сантиметра это. А еще что я вам забыла сказать. Я внутреннюю часть зеленым я вязала спицами номер 2,5, а внутреннюю часть я вяжу на полномера меньше спицы, номер 2, да. Тогда лучше закругляется, выкладывается. Но это, опять же, по желанию. Можете так и продолжать номером, каким вязали в начале. Но я вяжу не всегда, но иногда вот так делаю. Внутреннюю часть на полномера меньше. Вывернули тапочек наизнанку. Все это вот, что мы связали, перегибаем. Теперь поднимаем, берем одну петельку и одну петельку с первого ряда наборного. Самый первый ряд наборный у нас был, вот он тут начинается. Самая первая поперечная петелька, она лежит. Тут зеленый не очень будет видно, вот она. Вот они идут, поперечные все петельки. Под самым крайним рядом первая петелька проходит. Поперек они ложатся, поэтому не ошибетесь. Захватываю и провязываю. Опять сняла. Вот петелька, вот петелька. Поднимаем ее и провязываю. Сняли. Подняли. Протянули ниточку через 2, через первую, потом через вторую. Так, по одной прикрепим все петельки со спицы вот к тапочку. Так. Захватываю. Вот все. Сейчас еще несколько штучек провяжу. Так, где она тут вот спряталась под крайней? Кропотливая работа немножечко, но можно первый ряд было пройти контрастной ниткой, тогда лучше ее будет и видно, и захватывать проще. Может быть, особенно для тех, кто вяжет
первый раз такую отделку. Ну вот. Вот опять она. Вот. Захватили и протянули. Все. Так идем до конца ряда. Заканчиваем наш тапочек, нашу обвязку. Такое вот дело получится. Вот такая вот обвязочка у нас получится. На этом сегодня все. Я на этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотры, за отзывы, комментарии. Всего вам доброго. Скоро увидимся.